Совершенно верно, более подробной информации, более декомпозированной по классам рынка недвижимости. Перед вами карта города Днепр в разрезе административных районов. Будем говорить о социальном жилье. Это самый большой класс, который остался после развала Советского Союза. И, естественно, он эксплуатируется не только в городе Днепр, но и по всей Украине. Итак, что бросается, друзья, в глаза? Ну, во-первых, за месяц данный класс подешевел на 0,18%. Напомню вам, это третий месяц, когда мы видим подобную динамику, то есть динамика снижения. Смотрим, что бросается в глаза. Наибольше всего подешевела недвижимость, друзья, где в Амур-Нижнеднепровском районе на 0,39% за месяц. И меньше всего подешевела недвижимость, как ни странно, нет, все правильно, Шевченковский район минус 0,18%. В целом по городу мы видим снижение за месяц минус 0,18%. Друзья, давайте посмотрим еще следующий слайд. Это социальное жилье, но уже аренда. Очень быстро пройдемся. Вот здесь красная такая, видите, полоса или красный шрифт я отметил. Будем говорить только о процентном соотношении, сравнивая четвертый квартал 2025 год с первым кварталом 2026 года. Рост на 1,36%. Это мы говорим об аренде класс социальное жилье. А следующий слайд, друзья, здесь мы поговорим подробно о том, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны, то есть 4 года и там несколько месяцев. Да? Этот слайд появился благодаря вам. Вы просили меня, Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью на протяжении войны. И, конечно же, я взял в качестве примера социальное жилье. Напомню вам, что это самый большой класс рынка недвижимости. Это уникальный, друзья, контент. Так что давайте пройдемся очень так тезисно, кратко по всем, так сказать, 4 годам войны. Ну, начнем, конечно же, мы с марта месяца. Это поквартальные исследования 2022 года. Война началась в феврале 2022, это 24 февраля. Итак, в марте 2022 года стоимость социального жилья на рынке жилой недвижимости города Днепр было $626 за квадратный метр. Первый год войны недвижимость подешевела порядка 9 там, или 10%. Сейчас не помню просто, но вот реперные точки можете посчитать, да, вот здесь они. И я думаю, что я не ошибся, где-то 9-10% снижения было. А вот, внимание, друзья, второй год войны. Очень интересно, сейчас мы будем говорить о закономерностях, которые повторяются во времени. Кстати, наука изучает процессы, которые повторяются во времени, да. И вот я вам просто на примере покажу. Второй год войны. Мы видим, что что-то произошло с недвижимостью. То есть рынок недвижимости перестал показывать снижение стоимости. То есть вот здесь вот ровненько, все ровненько, прямо. То есть что случилось? Война, экономика разрушается, город, в общем-то, подвергается бомбежкам, обстрелам и так далее, а недвижимость перестала снижаться, ну или практически перестала. Друзья, напомню вам, я очень хорошо помню это время, чем был ознаменовался второй год войны. Ну, во-первых, нам говорили со всех утюгов, что, друзья, война закончится. Действительно, мы видели, что Харьковскую область Российская Федерация отвела свои войска с Харьковской, с Сумской области, с Киевской области, напомню вам, с Черниговской области. Поэтому нам, в общем-то, заявляли люди, которые, так сказать, уполномочены это делать, что война закончится на набережной в Ялте, да, будем пить кофе. Ну, видите, не получилось так. Но, еще раз, почему я об этом говорю? На рынок недвижимости влияют как внутренние факторы, так и внешние факторы, к которым можно отнести вот эти голословные заявления, в данном случае людей, которые уполномочены были это делать, да, во время войны. То есть люди, естественно, как стадное животное, понимают, что если война закончится, то зачем сейчас продавать за бесцень, а цены снижались, первый год войны вы видите, да, они что, приостановили продажи, совершенно верно, да, или же в некоторых случаях там город Киев, Одесса, даже стоимость поднялась незначительно.
во второй год войны. Ну, вот такие вот так, закономерности это называется. То есть вот этот психологический фактор воздействия на людей, которые продают недвижимость, мы говорим о предложениях. Третий год войны, друзья, когда всем стало понятно, что война не закончится, что мы увидели, как стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться, порядка до 14% мы увидели в третий год войны снижение стоимости квадратного метра по городу Днепр. Дальше, друзья, о чудо, где-то с июня 2025 года по декабрь или даже по январь мы вот увидели здесь, что вот эти повторяющиеся явления, что вот здесь они были вызваны, как я предполагаю, друзья, голословными заявлениями правительства о том, что война закончится. Так и вот здесь, с чем это связано? Ну, реальная экономика разрушена, то есть внутренние показатели скорее, так сказать, экономика мертвая, чем живая. Вы можете сами это все посмотреть, это есть в открытом доступе. А рынок недвижимости стал почему-то показывать динамику роста. Но с какого перепуга? Напомню вам, с какого перепуга, друзья? Это всего лишь мое предположение. Начало года Дональд Федорович, президент Соединительных Штатов Америки. Ну, кто-то меня спрашивает, а что он Федорович? Ну, друзья, я вот так, он же сотрясает воздух, что война закончится за один день, потом за месяц. Ну, я его, так сказать, вот в шутку так называю, да, ну, позвольте мне, я думаю, что это не оскорбительно. Дональд Федорович, почему Соединительные Штаты? Ну, как почему Соединительные Штаты? Сегодня они соединительные, завтра они разъединительные будут. То есть это тоже шутка, просто сарказм, друзья, ни больше, ни меньше. Итак, Дональд Федорович начал заявлять и сотрясать воздух, так сказать, пустыми обещаниями о том, что война закончится. И, соответственно, друзья, что я всего лишь предполагаю. Это было связано с тем, что действительно... кстати, он еще говорил, что в Одессе ему нравится данный город, и он бы туда вложил там пару-тройку миллиардов долларов на приобретение недвижимости. Одесситы первые, кстати, отреагировали это. Я помню разговор с одесситами, как раз у них на в начале года было повышение квалификации, мне пригласили почитать статистику. Я очень хорошо этот помню разговор, как все одесситы говорили, да как же, тут Дональд Федорович говорит, у нас недвижимость мало стоит, тут же инвестировать и инвестировать. Поэтому, друзья, я всего лишь предполагаю, что именно с этим связан был незначительный рост стоимости квадратного метра на протяжении полугода в городе Днепр. Ну и все хорошее заканчивается. Видим уже как 3 месяца стоимость квадратного метра, раз, два, три, не 4 уже, друзья, 4, то есть получается с января месяца стала снижаться стоимость квадратного метра. И в целом, так, чтобы вы не считали с помощью калькулятора, там, не знаю, счет или еще чего-то, да, вот Excel здесь посчитал за нас. Видим период сравнения март 2022 и апрель 2026 год. Итого на 12,94% стоимость квадратного метра снизилась данного класса жилья. Ну, на 13% можем сказать. Многие скажут, что ну не может этого быть, как же так, всего лишь 13%. Друзья, рынок недвижимости это не спекулятивный фондовый рынок, то есть отличие просто огромное. Почему, если действительно спекулятивный рынок фондовый может показывать одна торговая сессия, и вы станете банкротом, или же наоборот сказочно обогатитесь, как это делает бригада Дональда Федоровича, ну они работают с инсайдами, то есть знают, что он скажет, и соответственно заранее предполагают определенные, так сказать, действия. Хотя говорят, что в Америке есть статья, могут посадить за то, что ты делишься инсайдом. Но посмотрим, вот как он отработает свою, так сказать, каденцию. Посадят его или не посадят, или наградят. Да? Так вот, друзья, рынок недвижимости это всегда люди, а люди не просто так не продают квартиры. То есть всегда за каждой квартирой есть человеческая, так сказать, ну не судьба, а семья, да, жизнь. И люди, если разводятся или там сводятся, то есть продают квартиру только когда действительно это необходимо. И не может квартира подешеветь на 50, на 60% за там, месяц-два. Это нереально. Люди, которые вам говорят, это просто, ну, мягко говоря, товарищи, которые не понимают, что они говорят. Дальше, друзья, очень быстро будем говорить. Затяну, в общем-то, начало своего видео. Здесь мы будем говорить о эконом комфорт бизнес-классе, вторичный рынок. Снижение минус 0,25%. Можем посмотреть
в разрезе административных районов и увидеть, как сильно меняется стоимость квадратного метра жилой недвижимости данных классов. Ну и снижение, естественно, также по административным районам. Следующий слайд посвящен уже первичному рынку квартиры эконом-класс. Здесь мы видим снижение минус 0,20%. Также видим, что, друзья, вот эти стоимость квадратного метра, как сильно отличается данного класса в разрезе административных районов. Ну и, конечно же, здесь снижение также в процентном соотношении. Следующий слайд, друзья, здесь мы видим, что стоимость квадратного метра уже комфорт бизнес-класс, первичный рынок, выросла на 0,06%. Также можете посмотреть, как сильно отличается в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Ну и, конечно же, здесь рост также отличается в процентном соотношении в разрезе административных районов. Друзья, следующий, последний слайд, который, так сказать, нам рассказывает о том, что произошло на рынке жилой недвижимости в течение 1 месяца. То есть мы наблюдаем колебательные процессы. Первичный рынок, элитный класс. И уже, друзья, внимание, осталось всего лишь 3 административных района, в которых компании-застройщики строят квартиры данного класса. Снижение за месяц минус 0,13%. Кстати, вы можете посмотреть, как сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от административных районов того или иного, так сказать, одного класса. В зависимости от локации меняется стоимость и достаточно